Почему Волкин не платит за шаги? Какая оптимальная стратегия по заработку на данный момент? Почему не стоит покупать NFT-шки питомцев на маркете? И по какой цене и сколько будут продавать разработчики питомцев? Ну и еще много полезной информации. Ребята, всем привет, с вами Александр и вы на канале Minyor. Сегодня я вам расскажу все, что известно и даже немножко больше о такой Move to Earn NFT игре, как Волкин. Я изучил всю информацию на сайте разработчиков, перечитал несколько статей на Medium, уже сам несколько дней пользуюсь приложением и посмотрел АМА с разработчиками. Так что усаживайтесь поудобней, начинаем. Давайте начнем, пожалуй, с самого интересного. Почему сейчас не стоит покупать питомцев, которые есть на маркете? И ответ очень прост, потому что они сейчас там стоят просто космических денег. Почему сложилась такая ситуация? Потому что разработчики еще не продавали лутбоксы, не было первичной распродажи питомцев. Будет два типа лутбоксов, одни будут с питомцами, вторые будут лутбоксы с инвентарем. Те питомцы, которые сейчас есть на рынке, они были прокачаны и созданы игроками в закрытом бета-тесте. 8 дней назад Волкин перешел в открытые бета-тесты, и, кстати, у них уже было больше 250 тысяч подписчиков на вчерашний день. А до этого шел закрытый тест. И то ограниченное число людей, которые принимало участие в закрытом бета-тесте, вот именно они и могли создать вот этих питомцев. Таких людей было довольно немного, и поскольку большинство людей не знает официальные цены на питомцев, там творится просто дикая вакханалия. Common питомцы, самые простейшие, там продаются от 30 и выше солан. Uncommon питомцы продаются по 50, там редкие по 60, а эпические, легендарные там вообще по 200 солан. Это просто, вы посчитайте, сколько это даже при текущем курсе, это просто нереальные цены, ребята. И особенно они кажутся сейчас неадекватными, если посмотреть на официальные цены, которые озвучены в статье на Medium. Лутбоксы с кэтлетами, в которых будет обязательно содержаться NFT персонаж, то есть он будет минимум 6 уровня и он будет NFT, будет стоить 1 солану. Будет 3 типа таких сундуков. Соответственно, цена у них будет 1 солана, 2 соланы и 4 солана, в зависимости от редкости. Ну и, естественно, чем дороже, тем больше вероятность выпадения более редкого существа. Как будет распределена вероятность в сундуках, пока что непонятно. Будет ли она распределяться так, как сейчас, допустим, можно увидеть на маркете, мы пока что не знаем. Второй тип сундуков, который будет продаваться, это сундуки с предметами. Самый простой сундук будет стоить 0,3 соланы. Будем называть его обычный. Редкий будет 0,6, там и какой-то эпический там, или легендарный будет 2 соланы стоить. А если опять же зайти на маркет и посмотреть, почем стоят сейчас у нас предметы, какая-то там шляпа либо штанишки, то это тоже как бы космические цены. 10, 20, 30 солан за предметы. Но это 100-кратная наценка практически. Об этой информации мало кто вам говорил. И странная ситуация получается, что у нас вся команда разработчиков это вот чисто русские люди, но как обычно русской версии сайта нет, русской версии приложения нет. Но это просто какое-то неуважение прям к своему языку. И на АМе, которая была у него с про-блокчейном, вот этот Алексей Пороздинский, соучредитель, он тоже как бы плавал в некоторых моментах. У него не было четкого ответа на некоторые вопросы. Например, вопрос был, почему вы выбрали блокчейн Solana? И выбор на Solana упал, потому что это один из самых дешевых блокчейнов, на которых можно запуститься. Ну вот 99% даю ответ именно такой, потому что зачем лезть на эту Solana, которая не тянет даже степн, ну у меня ответа другого нет. Также соучредитель сказал, что у питомца есть 7 уникальных частей тела, хотя в статье на Medium пишут, что их всего лишь 6. А именно это хвост, тело, уши, окружающая среда, ну в смысле фон, цвет и морда. Вот такие вот характеристики. Но кое-что полезное на этой АМе соучредитель все-таки сказал. И мы плавно подходим к вопросу скрещивания. Насколько, конечно, этой информации можно доверять, но он сказал, что в результате скрещивания двух существ новое полученное существо возьмет лучшие показатели среди своих родителей. То есть, если вы скрещивали существо 3 уровня и 6 уровня, то у вас показатели будут 6 уровня. Также он там сказал такой момент, что после скрещивания двух существ, например, обычного и редкого, у вас может получиться по редкости существо обычное, но из-за того, что он возьмет лучшие показатели, то есть по показателям он будет таким же, как редкий. Но по редкости он будет обычным. Мне кажется, если это будет работать так, то будет какая-то лютая путаница. Также очень немаловажным будет тот факт, что некоторые части тела у существа будут сильно влиять на его стоимость. То есть будет какой-то вид, например, ушек, глазок, хвостика либо носика, которые будут, например, у даже обычного или там uncommon существа, но из-за редкости вот этой части тела он будет стоить намного дороже, чем, допустим, даже какое-то редкое существо. Ну, или даже не редкое, а какое-то эпическое. Ну, посмотрим, как это будет реализовано.
Из интересного стоит выделить еще срок жизни у питомцев. Да, наши питомцы, в общем-то, не кроссовки, их нельзя вечно ремонтировать, у них есть определенный срок жизни, и кроме того, что они не вечные, их еще и нужно будет кормить. И кормить нам придется их за токен Vulcan. Основной токен игры, который является криптовалютой, это именно токен Vulcan. С помощью него мы будем скрещивать животных, прокачивать его уровень, кормить, и токен этот можно будет стейкать. И теперь давайте немножко о токеномике. Всего токенов Vulcan будет выпущено 2 миллиарда. Это немало. Например, тех же токенов на BSwap, токенов BSV, выпущено всего 600 миллионов. Но с другой стороны, токен GMT у Stepn имеет 6 миллиардов, то бишь в 3 раза больше, это не считая того, что есть еще токен GST, который в принципе безлимитный. То есть 22% были проданы на private sale, у которых есть одногодичный лог, и после этого разблокировка в течение года-полтора. Также напоминаю, что с сегодняшнего дня начался период снимков ваших балансов для участия в токен-сейле токена Vulcan на бирже Bybit. Об этом я снимал видео вчера, ссылка будет в описании, либо также можете найти на канале. В течение 4 дней будет идти мониторинг балансов, а потом будет происходить уже сам этап продажи. Так что не упустите эту возможность. Принять участие можно со $100. Ссылка на биржу в описании. В начале видео я сказал, что Vulcan не платит за шаги. И это были не мои слова, это слова соучредителя. Если немножко подумать, то в этом есть смысл. Поскольку за шаги мы получаем только внутриигровой токен GEM, который не планируется делать криптовалютой, и никакой стоимости в долларах он не имеет. Мы получаем один токен GEM за 1000 шагов. Ну, точно так же, как и в Sweatcoin. Кстати, если вы еще не установили, установите, потому что уже скоро будет релиз токена Sweat этим летом. Ну и в Vulcan мы также получаем за 1000 шагов 1 GEM. Когда вы устанавливаете и регистрируетесь в игре, вы также получаете один бонусный гем. Если вы в день пройдете больше 10 тысяч шагов, вам дадут бонусных 5 гемов. А сейчас вы перед собой видите такую прекрасную и полезную таблицу. Это таблица прокачки ваших котлеток. И опять же, возвращаясь к вопросу, почему волки не платят вам за шаги, именно потому что за шаги вы получаете только токены GEM. А токены Vulcan, которые, собственно говоря, нужны и которые являются деньгами, криптовалютой, вы зарабатываете только в сражениях. Сколько бы токенов GEM у вас не было, вы ничего с ними не сможете сделать, не потратив токены Vulcan. Потому что, допустим, смотрите, для прокачки первого уровня нужно 7 токенов GEM. Один у вас есть, вы еще в тот же день прошли 6000 шагов, это абсолютно несложно. Я хожу примерно 1000 по 9 в день. Но я не могу прокачать своего персонажа, потому что мне нужен одна монетка Vulcan, которую я пока что не могу нигде купить. И на самом деле зарабатывать токены Vulcan, а я напомню, что токен Vulcan будет стоить всего лишь 1,5 цента на пресейле на бирже Bybit. Ходить морочиться несколько дней, чтобы прокачать персонажа на первый уровень, оно абсолютно того не стоит. Я лучше бы заплатил 1,5 цента и просто качнулся бы на следующий уровень. Если вы поглядите на стоимость, сколько нам нужно Vulcan для прокачки следующего уровня, и сколько, в общем-то, мы будем зарабатывать этих токенов Vulcan, то, короче, чертовски долго нужно их зарабатывать, если не вкладывать сюда деньги. По одним подсчетам нужно около 3 месяцев, чтобы качнуть персонажа на 6 левел, но вроде как ребята в чатах пишут, что это реально сделать за месяц. Ну а чтобы качнуться на 10 левел, там, по-моему, говорили, что нужно в районе года. Но это сословие, я так понимаю, разработчиков, то есть в реальности можно это поделить на 2, то есть, ну, типа за полгода качнуться. Но это реально не имеет никакого смысла, если цена токена будет пару центов, это проще сделать, просто купив. Но тут станет другой вопрос. На 10 уровне за одну победу мы зарабатываем всего лишь 5 токенов Vulcan. И сколько нужно иметь персонажей, и какого уровня прокачки они должны быть, чтобы с этого можно было что-то заработать, покажет только время. Теперь давайте поговорим о количестве энергии, которая у вас есть. У обычного персонажа, который вы получили, который не является NFT-шкой, является нулевым уровнем, у вас есть всего лишь 3 энергии. Но есть отличительная особенность от Stepn. Эти 3 энергии даются нам не на день. 1 единица энергии нам дается каждых 2 часа. Отсюда следует, чтобы максимально эффективно тратить свою энергию, вы не должны спать ночью беспрерывно более 6 часов. Ну, придется просыпаться по будильнику, если вы сюда вкинете нормально денег. Представитель компании сказал, что максимальное количество энергии, которую вы можете получить на аккаунт, это 28 энергии. Иметь 2 персонажей на NFT, естественно, нельзя, то бишь это персонажи должны быть, чтобы увеличить количество энергии, более чем 3.
у вас должны быть NFT-шные персонажи. Не NFT-шные персонажи, то бишь младше 6 уровня, их нельзя даже передавать между аккаунтами. Итак, если вы зайдете в приложение на главную страницу, то есть на первом синеньком кошельке, там где у вас гемы, там внизу последняя строчка написана Game Multiplier. Это вот именно тот мультиплеер, который сейчас представлен у вас на изображении. То есть если базовый кэт нулевого уровня имеет множитель 1, как видите у себя на экране, то если вы купите себе 2 кэтлетов, то у вас будет множитель 1,5. Вы будете зарабатывать не 1 гем за 1000 шагов, а 1,5. Если заведете 3 обычных питомцев там на нулевом уровне, у вас будет 1,9 гема за 1000 шагов. Количество энергии у наших персонажей зависит только от его редкости. Оно не зависит от уровня нашего персонажа. То есть если у common у нас 3 энергии, у uncommon 4 энергии, у редкого 6, у эпического 8, у легендарного 12 энергии. Ну и глядя на эту картинку, мы можем увидеть здесь персонажей разного уровня, то есть 13, 18, 9, 23, 7, но у них максимальное количество энергии одинаковое, 10. Кстати, такой цифры в перечне нету, есть 12. Но, тем не менее, вывод подтверждается. Количество энергии не зависит от уровня зависит только количество Волкин токенов, которые мы будем зарабатывать в каждом сражении. А количество этих сражений ограничивается редкостью нашего персонажа. Ну и получается, что между Common и Uncommon всего лишь одна энергия, а вот уже между Common и Rare двухкратная разница в энергии. Ну и разница в цене должна быть как минимум двухкратная. На данный момент в игре существует 6 видов одежды. Это всякие шляпки, футболки, кроссовки, шорты, аксессуары и артефакты. Также есть очень немаловажный момент, что во время подбора соперника учитывается статистика показателей только вашего персонажа. То есть насколько артефакты и одежда увеличили ваши статы, этот факт не учитывается. И человек, у которого есть одежда, будет иметь колоссальное преимущество над тем человеком, у которого одежды нет. Потому что он всегда будет априори выигрывать. Но эти все предметы дают довольно большую прибавку. Я смотрел там на каждый показатель. Каждая одежка может давать прибавку на все 3 показателя. Там может быть плюс 2, плюс 3, плюс 5 на каждый из 3 наших показателей. И суммарно я видел там плюс 10, например. Но такие предметы стоят довольно дорого, да, это 30 солан, но их, естественно, не имеет никакого смысла пихать на персонажа обычной редкости, потому что на персонажа обычной редкости начальных уровней, потому что он там сам стоит копейки, у него там 0.3, 0.2, 0.4, да, показатели, а у нашего шматья показатель будет 10-кратно выше. Какая же у нас на данный момент может быть стратегия заработка? Ну и здесь на самом деле выбора нет. Единственный способ сейчас создать какую-то возможность заработать в скором будущем — это получение как можно большего количества питомцев. Скрещивание пока что не активно, то есть эту функцию еще не включили. Потому у нас один вариант — это мультиакинг. Брать несколько телефонов, ставить приложение на телефоны всех своих знакомых и там заниматься прокачкой наших персонажей. Если вам получится прокачать персонажа на 6 уровень раньше, чем разработчики выкатят продажу лутбоксов, то вы сможете на этом заработать, потому что цены, как вы видите, космические, по 30 солан за обыкновенного персонажа. И даже после первой продажи, если там будет всего лишь 10 тысяч лутбоксов, то это не сильно повлияет на те вот космические цены, которые есть на данный момент. Поскольку у нас уже 250 тысяч, а на момент выхода лутбоксов будет там, наверное, уже 500 000, если не больше, активных игроков. Теперь давайте быстренько пробежимся, как у нас происходит процесс с самого начала. Скачивайте приложение с официального магазина, устанавливайте его и логинитесь удобным для вас способом через Google, Facebook или Apple. После этого приложение у вас спросит подключить либо создать кошелек. Кошелек вам нужен на базе Solana, то есть если у вас есть уже кошелек на Фантоме, вы можете использовать seed-фразу и подключить его сюда. Если же у вас нету этого кошелька или хотите создать новый, просто создаете, записываете 12 слов из seed-фразы в очень надежное место, после чего приложение попросит вас ввести некоторые слова из этого списка, и вуаля, в общем-то, вы уже практически все сделали. Вам осталось всего лишь сгенерировать вашего персонажа, что происходит автоматически по нажатию одной кнопочки. После того, как вы все сделали, вы окажетесь на вкладке Wallet, где увидите 3 разных кошелька, ну прям как кредитные карточки в вашем онлайн-банкинге. Первая голубенькая карта — это ваши гемы, да, которые вы получаете за 1000 шагов 1 гем. Вторая вкладка — это ваши Walk-in токены, то бишь основная криптовалюта данного проекта, которые на Bybit будут продаваться через 6 дней. И которые вы зарабатываете именно за победы.
и которые опять же вам нужны для того, чтобы прокачать персонажа. Именно их вы можете в дальнейшем выводить на бирже, продавать, покупать и делать все что угодно, что можно делать с любой криптовалютой. Опять же, из-за того, что разработчики создали это все дело на горе Solana, они вынуждены были ввести такое ограничение, как минимальное количество токенов волки на вывод это 20. Один волкин токен вы можете заработать буквально за день, ну там, если вам повезет, если не повезет, то за 2 дня, то заработать 20 токенов вам понадобится дней 5. Ну и если листануть вправо, то третий кошелечек это будет Solana, то есть это классический криптовалютный адрес в сети Solana. Покупать персонажей можно как за Solana, так и за токены Воки. Ну, в основном сейчас продают все за Solana. Вторая вкладочка внизу это Competition, то бишь наши соревнования. Именно здесь нам и будут платить наши токены. Всего у нас есть 6 уровней соревнований, и то, в котором мы можем участвовать, зависит от уровня нашего персонажа. Первая лига для 0 уровня, вторая лига для 2 уровня, третья лига уже для 4 уровня персонажа, четвертая лига для 6 уровня персонажа, пятая лига для 8 уровня персонажа, ну и для 6 лиги вам понадобится персонаж 10 уровня. Ну и если вы сюда придете вашим обычным бесплатным персонажем, у которого будет коммоновская редкость, вы сможете зарабатывать за один бой 5 монет. Но если грубо взять, что вы 18 часов будете на связи, а лучше даже, что вы ночью будете просыпаться по будильнику, то есть вы 24 часа, в принципе, будете собирать эту всю энергию, то вы сможете сыграть 12 раз, но вы вряд ли выиграете все 12 раз. Допустим, вы выиграете половину, то есть 6 раз, то 30, 6, 5, то есть 30 монеток за день вы сможете зарабатывать. Ну а если монетка у нас стоит 1,5 цента, даже пусть она стоит 10 центов, то это, в общем-то, сущие копейки. И на коммоновских персонажах, даже если у вас будет несколько, вы фиг что здесь заработаете при такой цене токена. То есть здесь нужно будет плодить либо целое стадо ваших персонажей, ну либо же, конечно же, покупать эпических, редких и легендарных существ, чтобы заработок был существенный. Ну, по крайней мере, так на данный момент. Так, в разделе Collectibles находятся ваши NFT-шки, то есть на первой вкладке вы видите вашего персонажа. У него есть уникальное название, которое генерируется автоматически, и его нельзя изменить. У меня персонаж называется Галитальт. Левел 0, как видите, и 1 энергия из 3. Кстати, она бывает подглючивает. Я вот ночью заходил, просыпался для покупки персонажей в Staff Game, который я только что, кстати, днем проспал. И энергия не была начислена, то есть пока я не перезагрузил приложение. Также у вас есть вторая вкладка, это одежда и лутбоксы, если вы их покупали. В разделе Store вы наблюдаете Marketplace. Можете купить продаж персонажа, но пока что только за Solana, пока не произошел листинг на Bybit. Тут вы видите как персонажи, так и одежку для него. Поскольку разработчики напрямую не платят за количество шагов, они не сильно заморачивались по поводу читинга и не читинга. На данный момент у них есть какой-то внутренний алгоритм для анализа ваших шагов, но само приложение не использует GPS. И потому здесь, я думаю, широкое поле для разного рода махинаций и набивания ваших гемов, но пока что непонятно, насколько эти гемы нам нужны и в каком они будут нужны количестве. Получается, что в день мы можем, но без особых проблем, зарабатывать 15 гемов, имея всего лишь один персонаж. То бишь 3 уровень мы можем прокачать за день, 5 уровень по факту за 2-3 дня, 6 уровень за 5 дней, 7 уровень то есть за 10, потом 8 20, 30 дней на 9 и больше и 40 дней на 10 уровень. Так что не, все-таки да, дефицит гемов, я думаю, присутствует, и имея всего лишь одного персонажа, это будет тяжело. И нужно будет иметь хотя бы 3 персонажа, чтобы множитель у нас стал 2 и вдвое уменьшить время на заработок наших гемов. Пожалуй, на этом будем заканчивать. Надеюсь, ничего не забыл. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.